Оце надо було так взбодрить мене з самого утра. Всем привет, вы на канале Guard.ua. Это обучение новичка, наша новая рубрика. И у меня в гостях Аксарэп. Привет, Аксарэп, как у тебя дела? Всем привет. Привет, Гвард. Все нормально, все супер. А ты как? Да, в принципе, неплохо, только приболел немного, но то такое уже. Расскажи, какой у тебя план на игру, что ты видишь по реликвиям и все такое. И в целом расскажи мне тебе предыдущее мое обучение, как тебе было, и в целом извлек ли ты какие-то там уроки для себя и всякое такое. Ну, моменты, уроки это грубо прозвучало. Ну, почему же? Мне было интересно. Сейчас, секунду. Та-тан-тан. Не то. Мне понравился прошлый выпуск. Лично для себя подметил некоторые нюансы в плане позиции и расположения персонажей. Вот. А так, план на игру. Пока что вижу мехов. Вот. Изначально хотел очень поиграть через орков, но как-то мне больше мехи идут, и халявные роллы в любом случае пригодятся. Ну да, если тебе мехи со старта придут, это будет круто. Но тут, скорее всего, катка. Ух ты, ё, тебе нормально так идут орки, я смотрю. Реально очень хорошо идут орки. А не хочешь вместо Марси, наверное, Омника взять? Если ты баф людей получишь, то будет круто ж. Да, согласен, справедливо, что-то я не подумал. Ну, плюс у тебя есть еще орк-охотник, я бы, наверное... Не, ну, это твое... Ну, в принципе, халявные роллы. Ну, короче, сейчас из-за того, что есть рок войны в первом тире, он очень имбовый, и всяких суммонеров очень можно люто юзать. Они прям разваливать будет, будь здоров. Поэтому, в принципе, если тебе упал рок войны, либо у тебя его нету, но есть суммонеры, там, допустим, фуров 2 звезды, либо орк-охотник собрался, то ты просто берешь этот рок войны и абузишь по максимуму. Слишком сильный предмет. Его неоправданно в первый тир засунули. Вот это тебе стол падает. Красота. Ну, в принципе, вот я свой быстрый анализ тебе скажу. Это то, что здесь катка для богов орков, потому что, во-первых, есть дух пятерка, есть тайт, есть в целом орк-шаман, есть 6 богов плюс горн. То есть тут прям приятная каточка для этих. А зачем трольнул? Не знаю, я случайно, я зафакапил. Поменяй Тинкера на резака, как по мне это будет лучше. Ну ладно, бывает, ничего страшного. Ничего страшного. Вот, ну, в принципе, что ты хочешь здесь собрать в этой карточке? Расскажи мне. Наверное, все-таки буду, да, орков делать, как изначально хотел, плюс может Так, даже через подожди, богов. сори, что перебью, но подожди, ты сказал, ты мехов видишь. Да, вижу мехов, но это для старта. Если придет еще один мех, это будут халявные роллы. А, ну да, Вот. тогда. Но я смотрю, да, мне так хорошо идут. И то идет. Вкусно. Да, но жалко, что ты, конечно, Омника скипнул. Боже, 2 Омника со Да, старта, это прям факап. обидно. Бери орка-жреца, что ты... Ой, орка-жреца, не жреца, тоже сильный персонаж. Можешь его поставить вместо Джаггера сейчас. Окей. Ну просто у тебя есть Омник, который подхиливает, есть неже-жрец, который подхиливает, и чистый урон от резаков. Кстати, 2 резаков бы я поставил бы рядом, потому что, смотри, Омник, он точечно хилит. Ну, точечно какого-то персонажа, и вокруг этого персонажа наносится урон. А резаки, они, если оба будут рядом стоять, то они будут по кругу дамажить. То есть в радиусе 2 клеток почти. И это прям нормальный такой урончик. Угу, я понял. И я бы на самом... Ну, в принципе, и так норм. Но, видишь, в основном все ребята ставят посередине вот так вот свои фигуры. И можно было бы резака, который слева, поставить на место Омника. И таким образом ты бы резал все 4 фигуры сразу. Так у тебя, получается, резак режет одну фигуру, ну, на одну фигуру меньше, грубо говоря. Ну, типа, это на будущее, как бы, тебе Ага, я подсказочка. понял. Да, Все, да. в основном все игроки, они как-то, ну, все в середину ставят. Даже я не исключение, я тоже ставлю их больше в середину, потому что, ну, не знаю, так удобнее, комфортнее, стартовать легче, что ли, и тому подобное. Ну, короче, я думаю, ты понял этот момент. Да, да, я понял. Оп, вот это Трентуха. хорошо. Ля, у тебя тренд. Это что за сталкеры? М. Я взял еще одного меха и, наверное, думаю выставить в принципе мехов. Ну, можешь уровень взять и поставить 2 резаков еще, у тебя, в принципе, все ок. Ну да. Единственное, что там Ли- чел противный на зверях будет, вот это вот прям проблематично. У него фура, но у него нет рога войны, скорее всего, не выпал, и слава богу.
А еще я вижу, тут, скорее всего, против тебя будут либо же шаманы, либо же против тебя будут, ну, как я тебе сказал, боги-орки. Это будет немножко, ну, тяжело тебе, скорее всего. Если не пойдет катка, то будет очень тяжело играть. Ну вот как раз для этого случая есть ты будешь мне подсказывать, рассказывать, как лучше перестроиться, Ну, смотря через что играет противник. Ну да, я вижу, тут есть вот этот китаец, он даже в расширенном поле выставил себе... вот это В хорошо. расширенном выставил себе этот шаманов. Так что да, думаю, будут шаманы точно. Ну, можешь поменять местами сейчас Омника и Джаггера. Да-да-да, отлично. Ну, я по Омника и Джаггера поменял. Все-таки на одного меха больше, соответственно, если он выживет, то, соответственно, тебе это плюшка будет. То есть он выжил, Ну этот да. мех, и ты получил халявный ролл. Кстати, ты не один такой уникальный, там еще один человек нашел Джаггера, он будет через воинов играть. Ну смотри, есть несколько моментов, как можно переиграть эту ситуацию. Во-первых, если у тебя достаточно будет прокачано скиллухи, то тебе орк-шаман выпадет быстрее. Ну и, соответственно, боги еще выпадут быстрее. Если же у тебя скилла будет недостаточно, а чувака будет на 8 уровне достаточно скиллухи, он его найдет быстрее, чем ты. То есть тут зависит от того, какие у вас будут предметы и кто кого как бы успеет пересобрать, грубо говоря. Поэтому тут будет трудно как-то это законтрить, но не невозможно, скажем так. Мгм. Главное, чтобы у тебя Я, дух пятерка пришел, орк-шаман и желательно тайдуха. Можно, в принципе, и 6 богов поставить, вообще шикардос будет. я понял, да, да. Я думаю, кого-то продать на, скорее всего, нежить лица, чтобы выйти в 10 монет. Даже больше, в 12. Ну, я бы, наверное, оставил, потому что у тебя здесь есть аптечка, как ты видишь. Ну, хотя ты можешь и на винстрик выйти, у тебя слишком все Мгм. хорошо. Там, кстати, скилловичок появился, у него кунг-фу панда. Да, будет весело. Хорошо, Посмотри что сейчас итог условия. боя. Если ты сейчас выиграешь, то не продавай. Если же проиграешь, продай лучше Марса. Орк-жрец пригодится. Ой, точнее, не жрец, он тебе пригодится. Ну, по идее, я выигрываю. Я тут смотрю Винстрик +1, так что А, должен будешь эту выиграть. тему, да? Конечно, Понятно. конечно. Это еще с твоих видео, я это помню. Есть еще момент, если у тебя есть посох третьего тира, ты можешь на посох третьего тира смотреть в инвентаре, и если там у тебя стаки повысились, то, соответственно, ты выиграл раунд. Мгм. Тоже Да. такой буст легкий. Ну, в принципе, у тебя все шикарно. Ты либо же можешь ролить эти халявные роллы, либо же можешь остаться так. Но судя по тому, что у тебя... Них... Еп... А? Посмотри, чела. Посмотри, что чел нашел. Открой, А, просто, ну, я понял. Я, кажется, понял, про что ты. Про еще одну панду. какая еще одна панда? Там дух пятерка легендарно упал ему на 9-м раунде. Кто? Это кто? Топ-3. На пандах который. Видишь? Это законно? Это Спасибо, скилл. игрок. Учися. Я Понял, тут, если что, принял, кофеечек осознал. пью. Я уже выпил. Дайте мне теперь успокоительный. Не, ну у тебя пока все более-менее хорошо. Просто чел, ну реально скилл показал только что. Показал, как надо на скиллухе тащить вот этих вот, ну, помоечек. Да, 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 да. Ну, у меня нету слов на эту тему. Типа, это неадекватно. Не, ну хотя на самом деле то, что ему упал дух пятерка сейчас, он его как бы может реализовывать, будет ему, конечно, комфортно, замечательно, все. Просто есть некоторые моменты. Он может его не реализовать. Посмотрим. Если сможет реализовать, то будет все четко, будет очень, очень грустно тебе. Если же не сможет реализовать, то такое. Мгм. Мне интересно, ага, у него ничего такого в расширенном не стоит. У меня, кстати, возник вот как раз вопрос. Я часто вижу в твоих видосах, как у тебя, получается, монеты появляются раньше, чем заканчивается раунд, и ты успеваешь купить, допустим, персонажа. Вот. И я сколько не пытался понять, как это сделать, у меня такого нету. Ты имеешь в виду, я выиграл раунд, получил плюс одну монетку и купил фигуру сразу? Да, сразу. То есть не успела скипнуться старая линейка в магазине, как ты в старой купил, и потом уже новая появилась. Без того, что ты закрываешь этот. Понял. Что у тебя там по религии он открывает? Давай смотреть. Точно.
Аптечка. О, ну у тебя Сумка винстрик, но тебе чел этот может сбить, этот винстрик. Ну хотя, блин, сложный выбор. Я, в принципе, все хорошо. Ну, наверное, бери предмет третьего. Хотя, подожди, не бери, сейчас узнаем. Ну, подожди. Что Давай вообще под посмотрим. реликвией еще? А, Да, так, а в аптечка принципе, очень вкусная реликвия. да. У меня тут фоновый шум, если что, появился из ниоткуда. Окно открыто, все дела, поэтому, если что, извиняюсь. Ну, лично я ничего не слышу, думаю, зрители тоже ничего не услышат. Ну, надеюсь. Ну, в принципе, у него стол реально сейчас не такой уж и сильный, но у него урок войны есть, у него пеньки будут духота немножко. Будет немножко духота все-таки. У тебя, кстати, Тинкер пришел. Да. Есть два варианта, как можно все сделать. У тебя винстрик, все более-менее хорошо, у чела тоже винстрик. Ты можешь, в принципе, попробовать сейчас найти посох, ну, взять реликвию вот эту вот сокровище Джека, и открыть и найти предмет третьего тира. Либо же у тебя был вариант, если ты уверен, что ты уже будешь не тащить все столы, хотя я уверен, что ты будешь Ой. тащить. Не, ну Жезл, тут, да. конечно, ты еще и спрашиваешь. Бери жезл, ставь в этого в Джаггера, закидывай. И рок, наверное, оставляй. Что мы сделаем, как мы сделаем? Блин, тебе богов поставить, чтобы немножко Возьми волшебницу вот эту. Ах, ты инстрик сейчас проиграешь. Да, проиграю. Да. Это Обидно. вот этот вот вкусный? Нет. это Не, другой нет, какой-то. это зверь просто. На спамах жестких. Понятно. У него куча двоек. Он Да. на жестких спамах. Без рока войны, конечно, но на жестких спамах. Ну ничего страшного. Надо было О, хорош, у тебя отличный стол выпал. Бери. Ну все, иди в уровень потихоньку и поставь двух богов. Чтобы у тебя Джаггер намного чаще крутился. Да, я думаю, вместо резака поставить вот это и закинуть в него рог войны. Плюс, да, бога. Ну я бы, наверное, Супер. лучше двух богов поставил, срезал бы себе КД на 30% вместо вот этого орка, охотника. Ну, Да. И хорошо. посередине бы поставил вместо Марса. Чтобы как можно больше он задевал чуваков. Не, Вот так? Джаггера поменяй местами с Марсом. Все отлично. Супер, понял. Вот. Сейчас берем в уровень, но у тебя, в принципе, все более-менее хорошо. Да, Винстрик проиграл неприятно, но, в принципе, все более-менее реально хорошо. Чел там будет играть на зверях, скорее всего, потому что он зверей себе выставляет, плюс лондруид пришел. У тебя, короче, в катке будет два зверя. Поэтому все шансы вынести у тебя есть. Все шансы. Ой, как хорошо, у тебя баф гоблинов упал на Джаггера. Ой, какая ляпота. Я думаю, может чуть скипнуть предметы первого тира, вот эту палочку, допустим, нет? Ну, пока ставь, Yes. она у тебя магически... Ой. Ой. Не, ну... Я бы не брал, бери уровень лучше. А Всё, там понял, смотри понял. сам. Так. Теперь Можешь думаю, орка можно, поставить, чтобы хп было больше. да. Да. И плюс в него кинуть как раз этот рог, хай он спамит. Да, да. Короче, знаешь еще, как можно будет сделать? Если ты будешь на богах орках играть, то ты, в принципе, можешь взять и потом перестроиться в жрецов в одном моменте. Поэтому ниже жреца ты, в принципе, можешь не продавать. Так, скипнул на манреген. Ну, ты бы лучше в Джаггера, наверное, закинул. Хотя, и так нормально. Кстати, А вопрос. выстави... Сейчас, секунду. Ты можешь выставить из расширенного пула и поставить фулл еще сверху, если ты хочешь. Если тебе, Ну, конечно, это упадет. на тот случай, если у кого-то из скилловых, конечно же, парней будет Ам или Манки Кинг. Да не только, ты просто можешь занять время. Короче, если ты поставишь фулл ты будешь вырубать руку всем, там и станчик может прилететь. То есть, ну, это приятный все равно добавчик. Поэтому, в принципе, ты можешь как бы его взять и поставить, чтобы просто против других игроков играл хорошо. Потому что, смотри, у фулл есть особенность, когда ты поставишь фулловый горн, то при каждой активации способности есть возможность, что этот чел будет застанен на некоторое время, плюс нанесется магический урон еще сверху. Если же там будет чел, который с руки будет бить, то это будет обезоружить и тому подобное. Плюс там еще какая-то плюшка есть, не помню какая, последняя. По-моему, обезоружь, вот обезоружь, агр и стан после использования способности. Там, конечно, шансы такие себе, но в целом приятный такой бонус. И если ты духа пятерку себе соберешь, то на каждый вот этот обезруш и тому подобное будет срабатывать скилл духа пятерки. Но это прям такой, знаешь, усиленный вариант. Ну, посмотрим, как у тебя будет. Поэтому пока, в принципе, можешь... Ну, это я тебе говорю, что на будущее, чтобы расширить свой кругозор, как можно будет поступить.
Мгм. Хорошо, я понял. А ну-ка, давай посмотрим, что у тебя там за предметик упал. Давай. Так, тут молнии Ну, есть. И этот отражение. а что Я ты забыл. хочешь взять, как ты думаешь? И М, почему, сразу расскажи. Да-да-да, сейчас думаю. Но меня пока что душат звери. Я бы, наверное, взял молнии, чтобы быстрее раскручиваться, нет? Я бы взял, наверное, талисман, потому что 50% возвратки делаешь, но, в принципе, ты можешь взять и молнии, то есть смотри, как хочешь. Просто ты в будущем все равно, вот смотри, таким образом ты себе сделал плотнее героя, это первое. У тебя на 5, на целых 5 арморов больше стало. Поставишь себе еще одного, ну, если найдешь, конечно, поставишь себе одного вот этого орка, который воин, у тебя будет уже баф воинов, то есть плюс 6 армора сверху. Короче, у тебя армора там настакается, и, в принципе, ты будешь плотнее. А так как ты дамажишь сейчас через крутилку, то тебе это только в плюс. И, кстати, купи волшебницу эльфийку. На всякий случай пусть будет. Да, хорошо. Хорошо. Я смотрю, ты сердца копишь на, так понимаю, 8 либо 9 уровень, да? Честно тебе сказать или как есть? Давай как есть. Я их коплю просто потому, что ты не говоришь мне их тратить. Да. Ну, тут надо смотреть от своей ситуации. Но у тебя уже более-менее хороший стол, поэтому нет, ну, я не вижу смысла, чтобы ты их тратил. Ну, вообще, да, я тоже так смотрю. Стол у меня, ну, в принципе, не сказать, что сильный, но и не слабый, поэтому можно подождать, когда выйду в уровень, и там поролиться, уже посмотреть, может, выпадет что-то хорошее. Хочешь рофл? Давай. Помнишь, я тебе говорил, что челы, ну, некоторые не могут реализовать потенциал какой-то конкретной фигуры. Вот тот чел, который Мгм. словил духа пятерку сейчас, он, если что, его продал. Серьезно? Ё-моё. Молодец. Ну, у тебя тут сразу говорю, будет зверь, будет неприятно, будет проблематично против зверя. А, Так, ну, в принципе, что мы делаем дальше? Ну что? Ну что мы делаем? Ну, либо мы идем в уровень, либо же мы дальше начинаем ролиться уже. Тут даже не знаю, честно говоря. Я бы, наверное, твоего совета сейчас бы послушал. Но Я я бы бы пошел в поролился. уровень. Ну, я бы пошел в уровень, потому что у тебя по хпшке все ок, у тебя по предметам все ок, по фигурам все ок. И, кстати, поставь одного этого... Не ролься сейчас, не ролься. Не Мгм. надо. Клокверка продай, бесполезная фигура, и поставь вместо него лучшего орка-шамана, который тебе выпал. Либо резака А, даже лучше. если бы я его поставил, у меня бы мехи пропали. Не, я имел в виду то, что ты там Клокверка поставил, одного продал, одного оставил. Короче, Клокверк 2 звезды имеет смысл только тогда, когда он тебе пришел со старта. Так же самое, вот Резак, он в 2 звезды тебе достаточно, ты через него не играешь, поэтому вот этого Резака, который тебе на столе, продай его и просто иди в уровень. А этого орка-шамана, который тебе в поле, купи уже, потому что время. Это сильный персонаж, о, хорош, успел. И Гримтача бери. А вот эту вот эльфийку продавай. Все, шикарно, бери дальше уровень. У тебя просто смотри, у тебя 86 хп, 19 раунд, у тебя все замечательно, у тебя есть винстрик, ты прям, ну, обмазанный. Ты сейчас выйдешь в уровень в 9 либо в 10, я бы даже в 10 на твоем месте шел, потому что если посмотреть на вражеские столы, тут единственное, которые тебе проблемы могут составить, это звери. Но один зверь сильный, второй зверь не очень сильный. У них там, ну, не очень все. Один без денег вообще сидит, второй Фуриона закирил пока что. На Фуриона не ошибка закирить, но я бы на его месте лучше бы закирил бы змейку, потому что змейка была бы против тебя вообще идеально работала. Во-первых, она замедляет, во-вторых, у него 80%... Короче, ну, я бы закирил на его месте змейку. Ну, чел кирит Фуриона. Мгм. А один чел вообще без денег сидит. Это я, кстати, его и смотрел. А вот Пикабу, которому выпал дух пятерка, у него вообще собака закерена почему-то, хотя у него есть слон-друид. Ну, это лоуранги, поэтому я не удивлен, если честно. Ну да, А что тут ты особо... переделал? Я ничего не переделал, мне А, выпало. мне показалось, значит, показалось, что ты что-то переделал. Поменяй, кстати, сейчас местами Клокверка с Джаггером и Резака поставь посередине. Сейчас объясню, почему так. И Марса Мгм. поставь вместо орка-шамана. Я Ага. понял, что сразу в бой. Чтобы Джаггера не Да? отлупили в это время. И, кстати, бери уровень. У тебя ж время. В уровень идем, пока что в уровень. У тебя все хорошо, берем уровень. Понял, Если сейчас понял. упадет тебе шлем Ареса, бери шлем Ареса. Можешь, не задумываясь, брать шлем Ареса. Ну-ка, смотрим, что это за реликвия. Только не активируй ее сразу. Да-да-да.
Шлем раз. О, бери. Сейчас не активируй. Да-да-да-да. Яичко. Берем. Да-да-да-да-да. Ам пришел, кстати. В принципе, можешь взять Тинкера, продай одного вот этого. Возьми АЭМа, поставь на стол. Хотя ты можешь поставить 4... Или не можешь поставить, подожди. Не можешь ты 4 орка поставить, да? Да. Тинкера продай. Поставь АЭМа на стол себе просто. Он, ну, хороший персонаж, вместо Клокверка. И, кстати, местами поменяй Джаггера, чтобы он больше на середине стоял. Да. Вместо АЭМа поставь резака. Ну, местами махни. Мгм. И А купи вот почему этого ты- орка-охотника. Ой, какой там противный сейчас зверь, боже ты мой. Проблема. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Чувствую, будет мне Болтяра на 28. Да не, пока что у тебя все замечательно. Идем дальше в уровень потихоньку. На Хорошо. 10 уровне, когда у тебя будет, ты просто возьмешь шлем РС, активируешь, и мы будем потихоньку с тобой ролиться. У тебя все пока что хорошо. Главное, чтобы тебе зверь много не накидывал. Все остальное плевать. Мгм. Так, Я ну тут понял. убийца Можешь непонятный. мне объяснить, почему именно такую расстановку туда Джаггера, туда Резака снова же? Пока что в этом плане я плохо разбираюсь. Ну, потому что, если ты посмотришь от того же даже Кросса, вот открой его. Сейчас, секунду. Сейчас он тут закончит свою грязь месить. Кстати, закинул теперь в Лондруида предмет. В Лондруида, Смотри. который одну звезду. Но все Да. равно, он... А хотя да, это ошибка, кстати. Я что-то подумал, что у него Ну 2 вот, звезд. Ну, короче, смотри, видишь, у тебя тренд тут посередине. Короче, у него все да. центрировано сейчас. Поэтому, когда он у тебя будет в середине Джаггер ставить, он больше фигур раскрутит. Все, То есть понял. просто Могу. массовый урон. И резак у тебя тоже рядышком стоит. Грангера бери. О, как раз идеально. И меняй вместо антимага и ставь гримтача вместо клокверка. Пофиг на уже роллы. И, кстати, можешь антимага вместо тинкера поставить, если успеешь. А, нет. Все, роллы продавай. У тебя достаточно их. Роллы? Ну да, ну я имею в виду тинкера и клокверка продашь. Ну, тебя тут вынесли, у тебя нет отхила сейчас никакого. Ну, сейчас мы поищем. Ну, почти, кстати, да. Но тебе не Да, хватает да. пока что урона, пока что мало. Так, секунду, вместо Тинкера. Мгм. Продать. Продал. А, Так, И смотри, орк-шаман, он тебя в радиусе наносит сайленс плюс чистый урон. Поменяй местами его вместо Гарнгиральда. Ну, в принципе, можно смотреть от вражеской расстановки, но в данном случае тебе надо от кросса отталкиваться. Ну, в принципе, да, если так поставишь, то, в принципе, нормально будет. уровень, да. А, не, подожди, я неправильно сказал. Так, раз. Или правильно. Все, он Лундрейда керит. Вместо резака поставь. Местами махни. Орка-шамана. Не успел. Да, видишь, как они все расстановку сейчас сделали? Да. А, что Так, там? яйцо мы не тратим, если Да. что. Мгм. Я же не спешу. Так, что мы можем предметы какие-то рынуть? То, в принципе, ты пока можешь не спешить, дождись 25-го раунда. После этого Да. будем ролять предмет 5-го тира, скорее всего. Да. Пока что так на лайте идем. Хорош. Вкусно. Вкусно. Так, Мне ну, в нравится. принципе, что? Ставь вместо него и резака ты можешь как оставить, ты можешь скипнуть. Сколько ты хп получишь? 25 умножаем на 8. Ну, в принципе, неплохо такая прибавка. Меняй, короче, вместо резака. Подожди, кого ты поставить хочешь? Никого ты не можешь поставить, да. Обидно. Все, забудь. Я вместо Ама поставил Шторм Шамана. Да, все Я так, правильно. Все правильно, все может, в правильно. него кинуть этот? Ладно, поздно. Я думал Ну, просто в него кинуть на плюс 50 маны в начале, чтобы он сразу кидал свой как его, Silence, и тем мгм. самым заткнул спам в Ну, начале. да, можно попробовать, но просто он в единицу, у него не будет такого импакта сейчас. Да, ну, видишь, у него урона почти нету еще. Мгм. Плюс он засайленсит. В принципе, можешь попробовать, почему нет. Так, в уровень. О, Да, и можно не активировать активируй шлем. сейчас, не активируй. Жду. Вот, теперь активируй. Все, следующий раунд у тебя сейчас будет, соответственно, с активацией, будь четко. Ставь на автопокупку орка-шамана. Понял. Все четко. Не знаю, в принципе, ты можешь все-таки горн поставить. Хотя, сейчас. Давай подумаем немножко. Нужен ли тебе вот этот горн?
По сути, тебе он не нужен. По сути. А против кого, да, на самом деле. Хотя, может быть, и нужен. Все-таки зверь не будет тычки давать в угорно, там много хп будет. Надо посмотреть, если тебе будет приходить хан с лешим, то не скипай их. Оставляй. Вопрос и снова же сейчас появился. Извини, что перебил. Зачем мне сейчас гримтач? По Ну, сути, смотри, тебе он в будущем может понадобиться. Если Ага. Doom тебе понадобится, допустим. Тут есть рог. Если мы Бери рог. будем кидать шамана, то Да, рок имба. Молодец. Все закидывай. и может скипнуть предметы, маска, мне она не пригодится. Да, давай, скипай Меч. маску, щит. Вот это вот кинжальщик, скипай, минус армора. Жрецов тут не намечается, поэтому ты, в принципе, можешь ими... Короче, Медальон думал скипнуть. да, вот поскипай все, и, ну, рок войны можешь оставить пока что. Да, Короче, ты я его можешь сделать оставлю. предмет 5-го тира? Если рог еще скипну, и либо же медальон отражения. Ну, Давай надо либо медальон. рог, медальон, все. 5-го тира. Аганим, тут отхил есть. Маска, давай маску, бери, имба. Закидывай в Джаггера пока что. Так, и сделай, знаешь, наверное, сделай ветер. Пусть у тебя драконий рог будет в Джаггере на следующем раунде, а вот эти два предмета на ману закинь в орка шамана. Понял? Вот это, который плюс... Нет, не успел чуть-чуть, но ничего страшного. И давай ролиться, потому что время уже. Да. Пока у тебя есть время, надо поролиться. Лешего бери, Грангеральда бери. Сейчас не спеши, подожди. Сейчас раунд Да. закончится. Не спешу. Хорошо. Что 50 монет было, я понял, да. Дело Мгм. даже не в этом. Просто тебе сейчас ты можешь рыльнуть и не успеть купить. Так, Джаггера Так, покупаем. не спешу его апать. Давай дальше. Ролимся, да? Угу. Бери орка шамана, хороший персонаж. Окей. Духа пятерку Дух. бери. Джаггера апай. Взял. Ама брать, не брать? Нет, уже не нужен. Со своего стола, кстати, продай, поставь вместо него духа пятерку. Могу апнуть в 3 звезды. Не надо через яйцо апать. А Эма продавай на столе, ставь вместо него духа пятерку, а Джаггера ставь на скамеечку. Там Тайт Ты уже говоришь за нарисовался. предметы, секунду. Не туда. Все. Отлично, все. Духа пятерку закинь в центр прям. О, ну не в центр, а в самый крайний угол. Чтоб он просто выжил. Без разницы, чтоб он просто жил. И Мгм. орка шамана тоже назад чуть ставь. Чтоб он просто жил. Хорошо. Там же дистанция, наверное, его спеллов высокая. Да, он с стычки далеко дамажит. Да, секунду переставлю и будем ролиться. Да, давай, потому что время. Мгм. В принципе, можешь не спешить, но все же. Яичко Яйцо бери. ещё Давай, одно. юзай в этого, в Джаггер. крутильщика, да. Мистер Комбайнер. Духа пятерочку бери. Дальше ролим. Яйцо юзай в духа пятерку. Убирай со стола лондруида и... Ага, хорош. Все. Лешего. Инчу купи. Да, обозим. Ой, орк-жрец пришел. Боже, надо вместо будет его орка-охотника обставить. Убирай лешего. Ой, не лешего, а инчу. Покупай Продать орка-жреца. Угу, понял. И орка-охотника тупо продашь, он тебе не нужен. Все, пошла грязь. Просто мясорубка крутится. Все, до свидания, чел. У него лондрида еще нету, но он все равно нормально так тебя поспамил. Давай, поехали крутиться. Крутиться. Ты понял? Да. Так, продать орка-охотника. Да. Продал. И в него рог закинь в это. Да, сейчас. Пока поролись. Угу. Шаманчика покупаем. Сильный персонаж очень. Так. А у тебя ж резак. Продай резака. Ладно, забудь. Продать. Свен Ну, резака пришёл. продавай уже, да. Свена забудь, тебе он не нужен. Понял. Вместо него Леша он поставь сейчас. Либо же лучше орка шамана, у него все-таки чистый урон. Ой, что-то я с рогом войны тупанул. Ничего.
Вот он молодец, он всех кучно поставил, он шикарный. Просто, ну, булочка, просто, ну, булочка с корицей. Просто, ну, молодец. Я таких Но персонажей люблю. Давай на скилле на роль уже, наконец-то, орка-шамана. Вот этого покупай, шаманчика. Давай на скиллухе роль уже. Да плевать, понял. забудь за этих орков-жрецов. О, я ж тебе говорю, просто на Перезайти? скилл. Да. Все, и, в принципе, сейчас уже раунд закончится, можешь полностью сролиться, чтобы не париться. Он тебе не нужен. Ну ладно. У тебя просто в 2 звезды уже есть, этого достаточно. О, ну конечно, когда ты уже купил, надо орк-шаман, чтоб падал. Отлично. Так, ну что. Все предметы закидываю в орка-шамана сейчас. С Джаггера просто махни местами. Еще и хан пришел. Можешь 6 богов поставить, кстати, будет тоже прикольно. А, у тебя же нет активации предметов, у тебя только 2 предмета, по сути, активации. Ну, сейчас посмотрим, что тебе упадет тут. А ну-ка, давай смотреть. М, Мастерскую Луна. бума. Ой, да, Бери. А ну, что у него остановился. там за предметы? У него безоруж есть, все такое. У тебя орк-шаман все равно небольшой. Ого. Так, ну, переделай предметы. Можешь предмет 5 тира сделать? Один рог войны, эту палочку, отхил скипну, наверное. Ну, вот этот Святой Грааль. Да-да-да. Мгм. Не могу, надо еще что-то. А мана вот это 2 тира и 1 тира. Но если их скипну, то будет, да, 5 тира. Давай. Что тебе упало? Аганим? Заходи. Есть! Все Джаггера в шамана закидывай. Махни пинстами и просто Аганим перекинь. В Джаггера? С Джаггера в орка шамана и туда Аганим закинь в орка шамана. Вот, ну либо так, да. Там можно просто кнопкой это все сделать. Ну, в принципе, мог поставить еще и 6 богов сверху, но не надо. У тебя сейчас самый эпичный билд. Чекай просто, как его сотрет в порошок. Бам! Ну, чисто Это ляпота. вкусно. Да. Пошел в могилу, челик. Наказали зверей. Да. А ну что он там керил вообще? Он... Непонятно, что это за чел. Но это лоуранг. Это лоуран 100%. Ну, точнее, не 100%. Короче, ты понял. Да, я Если понял. что, у Аксарепа у него слон 4 ранок. И тут вот, как вы видите, у него предмет, драконий рог, стоит почему-то в Банке Кинге. Хотя не стоит в Тайде. Короче, странный типок. Очень странный. Да. Он керил, знаешь кого? Выдру. Серьезно? Да. Вместо того же Манки Кинга он керит выдру. Молодец, шикарный парень. Так, ну я думаю, сейчас мы еще одну с тобой катанем, а сейчас просто вот подведем итоги. В целом, ты что-нибудь для себя здесь подметил? Ну, вообще, да, я понимаю, сейчас уже больше расположение персонажей, как их лучше ставить. Больше вот эту логику улавливаю. Ну и плюс, лично я заметил за собой, в этот раз я не так теряюсь. То есть все быстренько понимаю. Да, ну с расстановкой ты еще приловчишься немножко. И, кстати, Грангеральда тоже ты можешь ставить, в принципе... А ну, как он копирует? Случайно фигуру... А, не, ну он случайно копирует. Ладно. Просто Грангеральд, иногда его не нужно ставить на первую линию. Он иногда может скилл стырить тот, который тебе вот не нужен от слова совсем. И лучше его назад ставить. Ну, выживет, он скопирует скилл какой-то нормальный, и все. И будет прикольно. Допустим, если Ну, у то кого-то есть Doom, он стырит Doom, Грангеральд у тебя просто будет максимальный MVP персонаж. я понял. Ну и Гримтача, соответственно, лучше по углам ставить, имею в виду на первой линии, либо же там, где скопление народа, в основном, ты ставишь Гримтача, чтобы Гримтач свои чернила по ним закастовал в основном. Либо же влево, либо в какой-то правый угол. Лево, либо правый, чтобы он максимальное количество целей зацепил. Он может, конечно, в одну кастануть, ну, он гениален, но может в одну, а может вот закастовать как надо. Понял, да. Просто в прошлый раз ты говорил мне ставить его наперед, чтобы он кастанул в толпу и потом, ну, просто принял урон Ну, на это я себя. тебе добавляю, типа, чтобы он, смотри, он как потанчит немножко, да, соответственно, и, соответственно, он может, ты ставишь его под скопление народа, если вот, как в данном случае, там в середине все были. Если бы Ну они да. вставали как-то в разнобой, то ты мог его вставить в какой-либо угол, потому что так, таким образом, пока он там закастует свою палку, 3000 лет пройдет, он, соответственно, зацепит максимальное количество людей, пока там все не перепрыгнут и тому подобное. Короче, ну, я думаю, ты понял, да, по углам почему ставить.
А почему дух пятерка и почему орк шаман они вдвоем так стакаются? Ты понял? Почему я в Нет, целом кстати, тебе сказал? нет. Ну, Честно смотри. скажу, нет. Смотри, дух пятерка, он идеально стакается под этим шаманом, потому что шаман, он в области накидывает свой сайленс, а это триггерит пассивку духа пятерки. А дух пятерка, у него дополнительная атака магическая становится, плюс 250. То есть там в целом они оба стакаются, это много магического урона наносится. Плюс он дает дебаф окаменения на 1 секунду. Это тоже прикольный такой дебафчик, очень много может чего поднасрать где. И, соответственно, с орком-шаманом, который вот это второго тира, шаман лавы, он тоже стакается с этим духом пятерки. То есть тоже прикольная тема. То есть почти любой контроль, который будет прилетать по области, там написано вот какой там, эффекты контроля включаются там безмолвие, глушение, разоружение, каменение, насмешка, ля-ля-ля-ля-ля, короче. Все, что это сработает, триггерит духа пятерку. И, соответственно, с шаманом пятеркой и духом пятеркой это идеальный стак, потому что один тучку делает огромную, и, соответственно, дух пятерку туда прям навешивает хорошо оплеуха своего. Мгм. Я понял. То Поэтому есть это это идеальный стак. из них двух, да, самая лучшая синергия просто имбовая. Но это очень имбовая синергия. Тут даже, знаешь как, ты мог бы вообще убрать всех орков, поставить немножко магов, потому что у тебя в основном магический урон. Но у тебя комбинация произошла из-за того, что есть Джаггер тройка, который, ну, ничего себе крутит, вдруг чего. Ну, он реально много урона наносит, плюс вечная крутилка. У тебя есть орк-жрец, который на суммоне вдруг чего под рогом войны. И вдруг чего ты сможешь перестроиться в духов. То есть смотри, если ты чела вообще не тащишь никак, ты оставляешь шамана пятерку, ставишь себе просто жрецов сверху. То есть у тебя 2 жреца уже есть, точнее у тебя 3 жреца есть. Вот видишь? Дух пятерка, бог жрец и орк жрец. Все. И у тебя здесь 4 мейн персонажа, от них ты играешь. Если ты не тащишь типа, ты тупо смотришь, у него медальона нету, просто убираешь половину своего стола, оставляешь этих персонажей, жрецов и все. Ты половину стола вражеского берешь под свой контроль и тем самым повышаешь свои шансы на победу. Ну да, это как в твоем последнем, в недавнем ролике, вот сегодня, который вышел, как там не топ-1, Да, топ не как он? один. А, да, топ не один, он через жрецов чуть-чуть играл там и взял красивую катку. Но это он целенаправленно играл через жрецов, а так ты можешь просто в моменте на этих богах-орках перестроиться в жрецов. Это много кто эту фишку не юзает, но в целом, если эту фишку понимать и юзать, это будет круто. Так же самое у тебя, возможно, получится фулл-горн собрать. То есть, если, допустим, тебе что-то не хватает, жрецы тоже не тащат, ты можешь поставить фулл-горн. Тоже прикольно будет. Особенно, если там есть... Фулл с чем? Еще раз? Фулл с чем тогда ставить, если жрецы не вытаскивают? Ну, просто ставишь Какой full еще? горн под богами, соответственно, с этим Ага. духом пятеркой и с духом, точнее, с орком-шаманом еще сверху. Это тоже хороший стак. Просто один горн дает тебе время, он танкует. Второй горн у тебя кидает стан плюс урон по области, по-моему, или урон в цель, не помню, как этот горн работает. Но после активации способности, короче, он либо стан накидывает, либо же, соответственно, точнее, стан и урон по области, либо в одну цель. Что-то точно не помню. А третий рок, он обезоружь накидывает. То есть это прикольно юзать, если против тебя какие-то охотники. Потому что, как мы помним, дух пятерка, если что, триггерится на, соответственно, станы, триггерится на обезоружь, и с этим горном он неплохо стакается. Хоть там и у горна срабатывание такой, ну, маленький шанс. Поэтому Всё, понял. это четко. Мгм. Так, ну, в принципе, что ты скажешь, что ты с текущей катки, что ты для себя вынес и тому подобное, еще раз. Подведем итог уже и будем заканчивать. Ну, то, что какие синергии лучше стакаются, теперь я больше понимаю, какие персонажи 5-го тира тоже лучше всего их комбинировать. Ну и в принципе я сейчас стал больше разбираться, как лучше стартовать. Вот Мгм. именно старт какой правильнее более делать. Ну, как-то так вот. Это то, В что целом, я как тебе вспомнил. понравилось? Да, это было сейчас. Ну, я бы сказал, это было слишком легко. Просто прошлись, даже не ощутив. Ну, это лоу-ранг, поэтому, как ты видишь, многие не понимают даже, как их персонажи работают, и это, в принципе, адекватно на лоу-ранге. Вот как-то раз надо будет тебе попробовать одну тему, это мы с тобой попозже провернем. Когда ты в следующий раз Мгм. будешь выходной, мы с тобой провернем одну фишку. Лоу-ранг на хай-ранге. Посмотришь, О, насколько уровень поменяется.
Ну, кстати, из того, что я заметил, да, допустим, у меня друг играет, как раз Саша, привет, это, э, Ну, он привет. играет на более на более высоком ранге, там играют больше через мету. Там как-то легче просчитать, что будет делать противник. А тут на лоу ранге, на низком, они все так рандомно все используют, юзают. Ну, ты сам видел. Там дух пятерка с пандой пришла, он его продал, ну, молодец. Что он тут делать хочет, вообще непонятно. Ну, это жестко было, то, что он его продал. Я удивлен максимально. Но я же говорю, на лоуранге ты... Тут не то, что ты не понимаешь, что соберет, а просто слишком легко становится. Там все на мете играют, там все более-менее шарят, что, как собирать и тому подобное. Есть просто чилы, Да-да-да. которые в тупую играют на инсектоидов и вообще дупля не отбивают, что им нужно делать с этими инсектоидами. Вот, допустим, как я тоже на инсектоидах не особо играю, но я понимаю, как что собирать их. Но такое себе. И там все на мете Мгм. играют, потому что поэтому они залетали все в ферзи, и они тупо юзают мету. Тупо юзают мету, и все. Да, да. Ну, как я говорил в одном из своих роликов, когда попался против топ-1 мира, что тут скилл влияет, наверное, уже ну, процентов 30-35 максимум. Все остальное влияет рандом, и пришла ли тебе мета. Все. Да, То есть согласен. рандом занял львиную часть игры, хотя такого быть не должно. Должно быть 50% хотя бы. Я понял. Не, ну слушай, ты в принципе-то игру уже прошел полностью, ты вынес топ-1 мира, поэтому я думаю, Alt F4 и удалять игру, все можно уже. Ну все, хватит. Ну, понятно, кто здесь топ-1 мира. Я, естественно, а не он. Ну Не, ты ну там подожди, ему сейчас ты меня научишь, и давай я тогда буду, потом стану. договорились. Так, ну ладно, в принципе, будем заканчивать. Ребята, в комментарии пишем, соответственно, понравилась ли вам рубрика, все такое. Пишем, что лучше добавлять в текущую рубрику, как лучше провести, что, какие вопросы позадавать может. То есть от вас я жду полноценный фидбэк, нравится ли вам такая рубрика, это первое. И второе, я хочу услышать, какие вопросы можно позадавать вот новичку, чтобы раскрыть, скажем так, его на диалог получше. Ну, вдруг кто там для себя что-то не вынес хорошее, кто-то, ну, точнее, полезное, не хорошее, полезное, а кто-то вынес полезное. Ну, короче, что подобавлять такого, чтобы он, скажем так, позадавал эти вопросы. Ну, я, соответственно, его поспрашивал тоже о них. Чтобы он сказал свою мысль, а я, если что, подправил его. Ну, и, соответственно, в целом, как вам рубрика? Хотя я уже повторил это 2 раза. Ну, ничего страшного, 3-й раз тоже будет. Все, ребят, всем огромное спасибо за просмотр. Спасибо, Аксреп, что уделил свое время. Вот. Это не последний раз, я уверен, если, соответственно, рубрика будет заходить. Поэтому спасибо тебе за то, что поучаствовал. Да, спасибо, что пригласил в эту рубрику. Очень приятно, очень нравится участвовать. И еще хотел добавить в плане комментариев. Может, пишите, какие хотите проверить синергии, сборки, и будем сидеть уже на лоу-ранах. Это чуть легче сделать, разбирать, и будет Гвард все объяснять, рассказывать в подробностях. Буду его задалбывать этими вашими вопросами. Комментарии я тоже читаю, там время от времени я появляюсь, поэтому пишите, спрашивайте, будем тестить, пробовать. Ну, все, ребят, всем огромное спасибо. Ставим лайк, комментарий, подписываемся на YouTube и на Telegram. Telegram закреплен в описании под видео, в комментариях. Еще на экране у вас появится QR-код. Все, Аксреп, удачи тебе, спасибо за участие и пока-пока всем. Спасибо, всем пока.